Друзья мои хорошие, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро едет. Сейчас я нахожусь на блоге компании SCS Software, разработчика Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Здесь мы сегодня с вами посмотрим, в принципе, новостные какие-то темы, связанные с играми ETS и Америка. Что из себя представляют эти новости? Какие будут в дальнейшем вообще развитие игр этих и все в этом духе. Это самые последние относительно новости касаемо этих игр, да и не только. Подискуссирую сейчас быстренько, да, расскажу свои какие-то темки, мутки и все в этом духе. Почему? Ну потому что, ребят, я решил действительно записать это видео, потому что очень много воды мне летит и всяких комментариев в личку и дезинформации по всему, чего только есть. Поэтому давайте сегодня подведем такие точки над «и» и просто покажу, что из себя вообще что представляет, какие новости на данный момент самые последние. Поехали. Начнем мы с Euro Truck Simulator 2. В воскресенье 1 августа 2021 года вышла информация по поводу рескин. Будет рескин Австрии. Сейчас расскажу, покажу, что да как. Перевожу я на, естественно, на наш любимый русский язык. И здесь написано: угадай, где мы. Исходя из того, что название само себе ведет какое-то такое, знаете, немецкое, что ли, название, да. Ну, я сначала думал, что это Германия, продолжение Германии, оказывается, нет, ребята. В то время как наша команда занята работой, там, короче, мы делаем ETS, ETS, что было все четко и офигенно, нам пришлось, короче, создать определенную команду, которая справится с задачей приблизить старые территории к новым DLC. Что значит приблизить? Как-то их переструктурировать, сделать текстуры и освежить и обновить под новые DLC. Сами знаете, там покатайте вы, не знаю, на Востоке, покатайте вы там на Иберии, увидите разницу, да, самих вот этих вот текстур и всего остального. То есть надо, естественно, переделывать. К сожалению, разработчики почему-то то берут одно, кусочек сделали, бросили, взяли другой кусочек, бросили, и вот так вот по всем вот этим территориям они все берут и все бросают почему-то. Я не знаю почему. Могли бы продолжить Германию дальше постраивать, выстраивать и все остальное. Нет, кусочек сделали, теперь Австрия. Это будет, ребята, Австрия. И они говорят о том, что посмотрите скриншоты и узнайте, где мы. Я не буду конкретно прям все это дело смотреть, расскажу, что здесь, в принципе, перестройка дорог, развязок, это там, ну, федеральных, скорее всего, в Австрии где-то, да, вот эти все вот эти фотографии, если посмотреть, новые какие-то свежие территории, ну, и все в этом духе. Давайте посмотрим дальше. Интересные скриншоты, все-таки ETS преображается, ну, к сожалению, ну, не всегда так, как хочется. Но все-таки игра старая, как говно мамонта, и хоть как-то разработчики что-то допилят в ней. И, собственно, вот они всякие развязки, магистрали и все в этом духе. Дальше идем, ребята. Почему именно это Австрия, ребята? И все, что связано с территориальной, вот, Австрия и ее вот эти все, значит, объекты, там какие-то достопримечательности, все остальное. Вот он скрин. Сегодня на стриме, кстати, одному пытался объяснить. К сожалению, что-то, ну, как-то хиловатенько. Почему? Ну, не знаю почему. Вот он скрин. Это Австрия. По причине того, номера здесь австрийские, тихо назад. Вот здесь вот сбоку, ребята, флаг вот как раз вот связанный с Австрией. Вот здесь вот внизу вот эта вот тема, вот она прям вот, ну что ты будешь делать-то над этим? Дальше, специально нашел. Блин, сегодня поддержал, да, пацан, значит, на стриме сказал по поводу моста, ребята. Смотрите, видите эту территорию? Google карты. Google карты. Google карты, и мы с вами здесь что находим? Авганистан. Нахер нам Афганистан? Нам что нужно? Нам нужно. Блин, мне легче просто так написать. В Австрия. И он мне покажет Австрию, да. А то где-то в жопе мира нахожусь. Понятно, Германия, Австрия здесь, естественно, рядышком. Вот она, Австрия. И давайте мы с вами сейчас рассмотрим. Вот мы видим с вами Зельцбург. Сейчас я прям приближу до самого максималочки. Вот Зельцбург. И если посмотреть вот здесь вот здесь вот, здесь будет мост. Здесь будет мост под названием Лехенер Бридж, или как-то так это правильно. Я сейчас на него тыкну вот так вот. И в слоях сейчас возьму я просмотр улиц. И давайте где-нибудь, сейчас, может, попаду даже куда-нибудь. Вот сюда вот. Смотрите, что мы с вами видим. Прям я попал... Нет, я не сюда попал, точнее сюда, но с той стороны, как вот сделан скриншот именно Австрии. Австрийский, да, это же Австрия у нас. Просто покажу, аутентичность скриншота по отношению к реалу. Смотрите, вот мы сейчас... Вот, надо еще чуть-чуть дать. Вот сюда, вот, где велосипедист. Пацан, ты в Ютубе. Смотрите, ребята.
Вот этот мост. Вот этот скрин. Остановка. Вот это освещение, и вот она дорога. И два дома, ну понятно, там разных каких-то текстур. Вот смотрите в оригинале как. Вот она остановка, вот тот же пацан, вон та же машина, которая здесь. Ну это я шучу, конечно, пацан внутри там. Не, ну я шучу, конечно, это понятно, что это боты там и все остальное. Но сам факт, ребята, да, того, что этот мост и вот этот мост, это один и тот же объект. Это один и тот же, как бы, одна и та же дорога, находящаяся в Австрии. Надеюсь, понятно. То есть, это будет полноценный рескин Австрии и ближайших территорий. И вот, собственно, как бы вот эти все скриншоты, они здесь. Так что в ближайшее время мы ждем. Ну, как в ближайшее время? Это будет, возможно, как раз выход, наверное, либо под конец 1.41, либо уже в 1.42. Это логично. Понятно, что это не выйдет в 1.39, правда же? Это выйдет в 1.41 или 1.42. Понятно, что чем свежее обновление, тем все будет, конечно же, лучше. Это по факту. Поэтому, в принципе, ожидаем, да, вот под конец 1.41, когда это все будет, либо уже под 1.42. Скорее всего, это и будет как раз, наверное, 1.42, потому что до этого времени, ну, вряд ли они это все дело выпустят. Это как по-логически, да, все-таки. Скорее всего, с выходом 1.42 они как раз напишут писанину о том, что вышло 1.42, где добавлен рескин территориальный там Австрии. Это что касается, ребята, ETS. Едем дальше. Последняя, в принципе, из свежих тем по Америке, по Вайомингу, где разработчики показали фермы и сельское хозяйство, да, что оно является неотъемлемой частью, значит, Вайоминга, что оно бла-бла-бла-бла-бла, и, короче говоря, что нам предстоит, значит, будут новые фермы, нам предстоит катать уже, как бы, новые вот эти все вещи и все остальное, что оно входит в тройку ведущих отраслей, короче, там, помимо полезных ископаемых туризма, экономику, короче, она там поднимает, ну и все. Очень много живности, ну и, собственно, как бы предприятий, которые этой живностью занимаются. Их надо, естественно, транспортировать куда-то, да, там, на бойню. Вот, ну как-то так. И вот они, ребята, фоточки. Что касается Вайоминга, да, который у нас предстоит. Сразу на втором скриншоте, ну, мало кто, наверное, заметил, ну, нет, заметили, ребята даже заметили, писали в группе. Мы видим слева Lone Star с полуприцепом под названием Мерит. Это полуприцеп Мерит, ребята. Вот он. Я даже специально его нашел, чтобы вам показать. Полуприцеп Мерит называется. Для перевозки скота, хрюшек и всех остальных, короче, вот этих вот. Короче, каждой твари по паре, ребята. Они есть как двухосные, как трехосные. Они есть 48-е, они есть 53-е. Вот в данный момент, вот вы видите, да, 89-го года выпуска. Ну, это такой старенький, да, пробженный. 48-й идет. Здесь уже вариант 53-й. С разнесеночкой такой небольшой. Где-то он есть с ящиками, где-то его нету, этого ящика. Если найду, даже с ящиком покажу. Ну, не знаю. Это в оригинале, как он, друзья, выглядит здесь. Вот с ящиками, смотрите. Вот он с ящиками. Здесь, собственно, в этой фотографии мы видим тоже, вон он с ящиками. Это вот на второй фотке. Листаем и дальше. И вон он еще один, вон он вдалеке, такой же полуприцеп скотовоз. То есть, в принципе, это говорит о том, что разработчики втихаря. И вот он, кстати, ребята, тоже, но понятно, что для перевозки вот здесь вот. Он здесь также есть именно для перевозки, где он короткий. Вот они короткие, да, как бы вот они двойные. Вот он короткий. Это говорит о том, что разработчики как бы вот намекают на то, что, ребятки, мы будем добавлять новый тип полуприцепа и, соответственно, сельхоздеятельности. Вот это. Такая тема была в Скандинавии. Когда вышла Скандинавия, в прямой перевозке добавилась возможность перевозить скот. Это, да, в Скандинавии такая хрень с выходом Скандинавии. По-моему, Скандинавия. Да, точно Скандинавия. Был выход вот этой всей херни. В Америке, как бы, это уже будет собственности. Это будет собственность, скорее всего, вот такой вот полуприцеп в виде скотовоза, который мы будем с вами перевозить. И, соответственно, как бы новая марка вот данного полуприцепа. И это, друзья, что касается American Truck Simulator. Когда точно выйдет Америка, именно... Вайоминг неизвестно. Вот он, видите, опять стоит, кстати. Опять же, он же здесь наблюдается. Он есть. И вон там тоже, кстати. Вот, поэтому, ребята, это такая инфа касаемо Вайоминга. Что нас ждет в ближайшем будущем. Это как бы стопроцентный выход полуприцепа. По грузовикам инфы никакой, друзья, здесь, к сожалению, нету. В любом случае, я все эти ссылочки оставлю. Вы можете все это дело прочитать, чтобы я не тратил на это, друзья, время, если честно. Идем дальше. Инфа
по Ману 2020, которые меня заколебали. Есть модификация Mana 2020 от HBB Store. Этот ман, который приватный, стоит $30. Я на нем катал. Последняя версия под 1.40 и 1.41 работает прекрасно. Все хорошо. Он там практически аутентичен, но все-таки это мод, и он стоит много денег. Не все могут его купить. Есть слитые версии, можете посмотреть в интернете. Вот. Что касается официальной инфы по ману. Как вы знаете, ребята, вот сейчас твиттер мановский, перевод на твиттер мановский, это было 11 июля информация о том, что ман представляет новый грузовик MAN 2020, совершенно новая модель, в которой есть камеры. Если посмотреть на него, ребята, здесь добавлены камеры, как в DAF 20, значит, ну, в новом DAF, да, XG, XG+, добавлено. И, собственно, вот этот вот новейший грузовик. Но, читая информацию, здесь, вот они написали, типа, новый грузовик, бла-бла-бла, все дела. И здесь есть один комментарий от 13 июля, это просто говорю, я не говорю, что он 100% выйдет, что действительно это будет так. Но, возможно, да, возможно, какая-то тема будет в дальнейшем, потому что это логично. Идут новые современные грузовики, выпуск новых грузовиков, Kenworth T680 Next Gen, новый Peterbilt, новый MAN 2020, да, Volvo, который, по идее, должен быть как фейслифт, предыдущий FH, да, куча грузовиков сейчас как бы выходят новые. И это логично, что разработчикам нет смысла добавлять старье, они будут пытаться добавлять что-то новое, это все зависит от времени. Когда-нибудь мы это все дело увидим. И, собственно, информация о том, как насчет того, чтобы поставить его на Euro Truck Simulator, то есть добавить, да, перевод гугловский дебильный, Ман ответил, что время придет. Это говорит о том, что, возможно, ведутся какие-то там терки у разработчиков игры и официального дилера, как это было с Renault. Оно входит в Volvo Group. Соответственно, возможно, у нас будет выход Volvo 2020, которая, да, ну, вот современная Volvo FH, да, которая вот с мордой обновленной, как это было с Renault Range T. После этого выход Evolution. Renault, да, Evolution. Ну, соответственно, в принципе, это логично. Поэтому, ребята, просто такая для вас информация о том, что разработчики Mana, да, официальный дилер, официальный производитель, написал, что время к этому придет, и вот такое подмигни. Что в дальнейшем, возможно, мы увидим вот этот вот грузовик, который я жду, как ворон крови, в игре Euro Truck Simulator 2. Пока вот такая информация, в принципе, всего, чего я хотел сегодня вам рассказать, ребят. С вами был Дима, канал Доброид. Пишите, что вы думаете по этим всем новостям. Увидимся, удачи, успехов.